Вон, мальчик, молодец. Бабушки тільки віддавай, бабушка може забрати. Молодець. Молодец. Какой-то огромная очередь. Наверное, какие-то интересные цены. Давайте посмотрим. Помидорчики 15. А помидоры в яку цену? 15. Появились кавуны. Посмотрите, здоровенный кавун. 60 гривен за килограмм. Вообще, посмотрите, как от перепелов. Вид молодой, 15 гривен. Вообще, такую цену я, честно, еще никогда не видел. Біленький не квас, жовтий квас. А можна мені в каністрі? Потихо можна? А за 100 не буде? Ні, 110. Давайте вгадаємо. Я думаю 180. Ви скільки думаєте? А я хочу за 150. Ні, хочете. Добре, зараз дізнаємось. Все это дело вышло 181 гривна. За нами кто-то наблюдает, смотрите. Бутылочки со льдом, и не нужны никакие генераторы. Все, рыба принимает ванна. А можна спробувати? Якщо будете брати, то пробуйте. Добре, тоді, коли буду брать, можно пробовать, да? Друзья, всем привет! Я рад приветствовать вас. Паша на связи, Киев, Украина. За окном у нас 11 мая. В Киеве солнечная, тепленькая погода. Не по-зимнему, так сказать, да, я одет. Вчера еще было как бы прохладно. Но сегодня нету повода не посетить рынок на Ревудского. Я уж думал отложить это дело, как-то, знаете, не ближний свет для меня, но пересилил себя, потому что вы любите эти рынки, вы любите цены на них, вы любите общение с продавцами, и вы любите именно рынок на Ревудского. Кто с этим согласен, конечно же, прожимаем пальцы, оставляем комменты и подписываемся. Какие у меня на сегодня планы, друзья? Планы у меня грандиозные, не побоюсь этого слова. Из первоочередных планов у меня отправка и поздравления победителей одного из прошлых конкурсов, которые мы проводили в YouTube. Условия были простые, нужно было оставить коммент и быть подписчиком. И среди всех, кто выполнил эти условия, мы рандомным образом я определил победителя. Один из победителей, одна из победительниц сегодня будет на этом рынке. Второй победитель попросил отправить сюрприз, подарок, презент новой почтой в Донецкую область, что я и сделаю. Следующий момент. По закупочкам сегодня я тоже себе составил небольшой списочек, в него входит лохина, в него входит банан, огурчики, помидорчики, в него входит перчик, ну, такое, знаете, овощи в большей степени. Поэтому, друзья, сегодня я буду для вас сороконожкой, буду таким себе четырехруким осьминогом, который одной рукой будет снимать, держать камеру, второй рукой будет накладывать овощи, помидоры, огурцы, а третьей рукой, ногой или зубами будет держать, собственно, пакет, куда он будет это все дело накладывать. Посмотрим, как мне это удастся. И, конечно же, для вас сегодня максимально детальный, максимально интересный обзор новой продукции, новых цен. Я давно не был на рынках, я немного приболел, поэтому выпал из общественно полезной жизни. Середина мая, посмотрим, чем нас радуют продавцы. Упали цены, понизились, увеличились к сезону. Но все-таки уже тут совсем немного осталось до лета, друзья. Посмотрим, что нам предлагают из нового, потому что на других, допустим, рыночках я видел уже и персики. Я видел уже и нектарины. Ну, про клубнику за 50 гривен, за 55 гривен я вообще молчу. Кстати, нужно не забыть и про клубничку, которую мне нужно купить. Мясо, не мясо, сало, не сало. Посмотрим, как продавцы на Ревудского его хранят, работают ли генераторы, потому что за окном сейчас, кстати, по погоде, за окном у нас сейчас около где-то 20 градусов. Ну, такая, знаете, то 20, то 17, то 22, как бы колеблется.
Но мне вот без курточки, в принципе, не холодно. И вы видите, уже многие возвращаются с пакованчиками. В повозку много уже не помещается. Гонщики. Не помещается, и поэтому картошечку приходится нести в руках. Я думаю, те, кто, друзья, подписан на меня, те, кто уже не видит первый раз мои ролики, знают, что я считаю рынок Наривудского одним из топовых в плане подхода к продажам, в плане подхода администрации к компоновке и вниманию к продавцам. Да, у каждого продавца есть медкнижка, у каждого продавца есть на видимом месте там сертификаты, не сертификаты, контакты и все остальное. Поэтому в топ рынков Киева, ну, честно, без каких-либо привлечений я ставлю рынок Наривудского. Вот первый раз вижу, что у нас заработал фонтанчик. Тут я не мешканець цього району, поэтому бываю тут крайне редко, но, видите, уже в Киеве включают фонтаны. Первые фонтаны для жары. Купаться в них, конечно же, не рекомендуется по понятным причинам, кто не знает. Вся эта вода обрабатывается, хлорируется, не хлорируется. Ну, пить, я думаю, вы сами понимаете, что ее уж точно не следует. Так, давайте перейдем дорогу. Перебежим, я бы даже сказал, дорогу, пока зеленый свет был пешеходом. Сам иногда, знаете, друзья, удивляюсь, почему человек не может подождать 20 секунд на светофоре. Ну и сам только что нарушил свое мнение. Людей много, я уже на подходе, знаете, могу определить, могу понять, сколько людей будет на рынке. Видите, сейчас где-то час дня, даже я бы сказал 2 часа дня, может быть ближе к 2. И многие сейчас только-только просыпаются. Когда я, допустим, хожу и спрашиваю, да, у продавцов, ну, я чаще всего бываю там в 9 утра, там чаще с утреца, чтобы не разрывать день, чтобы день был свободен. Я спрашиваю продавца, и в 9 утра многие действительно говорят продавцы, хотя утром именно на рынке нужно идти утром, чтобы отхватить самые лакомые кусочки. И вот когда я спрашиваю утром, как у вас уже проснулись, есть, нету, то они говорят потихонечку, только-только просыпаются. Видите, многие уже раздеваются, даже снимают курточки. Тепленько на солнце, тепленько и очень даже комфортно. Тут у нас какой-то огромная очередь, наверное, какие-то интересные цены. Давайте посмотрим. Помидорчики 15. А помидоры в яку ціну? 15. Ну, класс, и картошка 15. Смотрите, картошка 15. Все по 15. Морозилочку, то, что надо. Такие. Заморозить. Класс такой. Вот чем мне нравится здравомыслящий, а цветная капуста. В яку ціну цветная капуста? 25, да? 25. Ну, класс. 25 гривен. 50. Ой, я не увидел. Все, спасибо. Цветная 50, обычная 25. Чем мне нравится подход многих продавцов, это в том, что они не стараются впарить подвядший товар, они просто снижают на него цены. Респект таким продавцам, потому что на любой товар, как говорят, есть свой покупатель, друзья. Ух ты, какие у нас ковры. Класс. Это для сидений, наверное. А это для стульчиков, да? А в какой... О. Полюбила такий стульчик, воно затягується і красиво, і хорошо. Мягко, тепленько. А в какую цену? 100 гривен, да? Хороша вещь, хороших ниток. Прям празднично, она аж блестит. Класс. А такая побольше? 300, понял. Спасибо. Нормально цена, даже дешевле, знаете, чем во всяких юзках и тому подобных. Так, тут у нас лопатки. Такая штыковая. Класс. Рай для любителей копаться в огороді. Хороша, там 30К13. І заточку вони тримають гарно. Мясная Будете дуже ножичек. довольні. Ріжуть вони отлично.
А в яку ціну? По 400, 400. по 450, по 500, Класс. по 650. Спасибо. Красота, красота. Раньше любил вот такие вот картины. У меня сейчас даже одна еще стоит дома. Картины рисуем красками. То есть тут смысл какой, может быть, кто не знает. Не нужно быть художником. Сзади есть вот такие вот красочки, сзади есть кисточки. И мы рисуем картину по номерам. То есть вы просто обводите, допустим, желтым цветом там номер 6. Да? Видите номер 6, тут номер 6, тут номер 6, тут номер 6. И, допустим, желтый цвет у вас получается вот такая вот котейка в итоге. Ну, тоже такое интересное времяпрепровождение. Получается, если не торопиться, не спешить, получается очень неплохое детище, красивое. Ну и главное, повторюсь, что не нужно уметь при этом рисовать и быть каким-то суперхудожником. Так, молочко. К молочку мы припоздали. Тут молоко у нас по традиции 28 гривен. Добрый день. Килограмм, говорю, литр. 3,2 жирность. Странно, очереди нету. Пасочки. Пасхи у нас уже прошла. Сырная пасха 159. Класс, красота. Залежить від виду пасочки. Средняя 75. С изюм. А там внутри изюм, да, чи що там внутри? У сирній пасочці родзинки та Родзин- шоколад. Шоколад, зрозумів. Маленька 75, величенька 159. И люди покупают, друзья, видите? Люди стоят, выбирают, покупают. Вот как охлаждают рыбку. Короб 160, бутылочки со льдом, и не нужны никакие генераторы. Все, рыба принимает ванна. Короб 150. Тут рыбка в тени, поэтому никакие улучшайзеры в плане бутылок со льдом не нужны. Так, карасики. У нас карасик 85. Вот. Фонтан. И короб 150. Цена на короб плюс-минус, видите, друзья, одинаковые. Гранатовый сок прямо перед вами делают. Цена на гранатовый сок 0,5, 120 гривен. А лохина в Якутии? А, вижу, 50 гривен за 100 грамм. Буду идти обратно и обязательно куплю лохину. Вот что не говорите, мне вот нравится она больше на рынке. Не знаю почему. Как-то в магазине оно не всегда. Вот покупаешь, смотришь ее, выбираешь, покупаешь, и все равно она какая-то то мятая, то с какими-то там этими плесневой, то еще с чем-то. Ну, короче, на рынке всегда она выходит дешевле, свежее. Ну и, конечно же, можно выбрать. И, друзья, я более того скажу, что ее даже можно попробовать. Так, что у нас? Квас домашний. Ой, сколько он стоит? Тобто я користуюся і знову мені даєте. А вы не пробовали эту Я мазь, нет? все буду наливати. Альгофина. Це сосновий, так? Так. Це йде екстратик голочки сосної. А в яку ціну бутилочка? 100 гривень, дегустація ні до чого не зобов'язує. 100 гривень. Солодкий, у мене є кислий. А маленька 50, да, мабуть? Ні, 80. Це овес Потому на что это полунці тоник. тонік. Рецептура тоніка. А, я не прочитав, ага, все зрозумів. Без хімії, без цукру. это Мне нужен кислый квас. эксклюзивный. Хорошо, я тогда вам дам супер кислый квас, который делает... А він же з газом, да, я бачу цей? Ага, понял. Спасибочки. Потихоньку наступает время, когда люди от горячих чаев переходят в квас. Так, редиска 50 у нас. Я, знаете, друзья, понял, что редиску нельзя покупать большими партиями. Вот тоже какая-то скидочка у нас, и сразу количество людей на лицо. Давайте спросим помидоры. А огірки в яку ціну? Огірки в яку ціну? 55 огурчики. Блин, ну, друзья, ну, дешевле, наверное, только если мне доплатят, потому что в магазине вот огурцы, ну, там, ну я не знаю, ну, сотка, 89, если поищите, 55 огурчики, почему нет? Так, клубничка я вижу сотка, тоже за клубникой. А, нет, это сотка у нас какая-то изысканная. Вот
уже красная, готовая клубника. В прошлый раз купил клубнику, она была немного под зелененькая еще. 65 гривен клубника, и сразу, смотрите, целые пакованы под самую крышу клубника. Вот. Очередь чисто за клубникой. Нормальненько. Очень много людей, посмотрите, какое количество людей. Я только-только зашел, и это только начало этого рынка. Мы еще даже не перешли, по сути, в то место, где два потока объединяются в один. Вот видите, вот с той стороны идет поток, потом идет разделение, разделительная такая полоса, и с этой стороны идет тоже поток. Поэтому очень-очень удобно. Давайте подивимось. Що у нас нового? Були до пасхальних свят вот такого зайца. Покупали на подарок. Очень класс. Из нового 300 у нас есть. Такая у нас обожжена. А сколько такая цена? По розпродажі 100 гривень. 100 гривен. Що осталось? Понял. Класс, красивая. Когда покупал вот такого зайца неделю назад, класс, понравилось. Думаешь, какой сувенир подарить там к Пасхе? Тут раз и полезно, и практично, да. А він і до Пасхи не прив'язаний. Ну да, це я так, просто як малюнок. Дякую вам. Вот, видите, даже продавщица вспомнила. Ну на самом деле, вот честно, когда какой-то подарок, когда какой-то праздник или какой-то якось свято, ну или просто там, то вот сидишь и думаешь, блин, что подарить человеку? Понятно, что это как бы не Lamborghini, да, там не квартира, но приятно. Это может быть и как декор, это может быть и как реально практичная вещь, на которой можно действительно резать что-то. Почему нет? Панатон по італійському рецепту із ромовою добавкою, це звичайні також. А скільки маковий у вас коштує? Всього 35. 35. Скільки вам штук? 2 штуки є. Так, а цей пасочка в яку? Панатон 130. 130, ага, дякую. Фу, друзья, 35 гривен маковый пирог. Там, я не знаю, там, если не килограмм, то, наверное, там полкило точно есть. В магазине просто для примера подобные маковые пирожки, которые в 5-10 раз меньше, они стоят почти в 2 раза дороже. Яйца 21, 30, маленькие и большенькие. Взял я пакованчик для яиц, специальную тару, у меня сзади она в рюкзачке, и будем ее применять. Ну, смотрите, в принципе, вот что я хочу сказать. Может быть, конечно же, это у меня такое ощущение, может быть, я давно тут не был, но мне кажется, что сейчас в 2 часа дня количество продавцов, не количество людей, а именно количество продавцов как-то уменьшилось. Вот я вижу даже пустые промежутки, я вижу несколько пустых лотков уже. Ну, конечно, те, кто распродают, те просто собираются и уходят. По количеству людей то же самое все. Все то же самое, все идентично. Так, давайте подивимось, що у нас. А редис в яку ціну у вас? По 20. По 20, ага. А це що, щавель, да? Щавель, да. Щавель теж 20, мабуть, да? 20. Дякую. Редиска 20. Но это пучок, это не килограмм, потому что килограммчик стоит обычно дороже, стоит он порядка 50-60 гривен. Так, капуста 36, не знаю, молодая, не молодая, наверное, не молодая. Огурчик 59, перец, кстати, мне тоже нужен перец один, цветная 89, помидор 40, молода картопля уже 89, редиска 49, спаржа 30 за 100 грамм или 300 за килограмм. Помидорка на гилце 59. Так, это у нас что? Кабачок 49,80. И огурки 39,80. Друзья, кто в прошлый раз у нас спрашивал и советовал спросить у продавцов, отдадут ли они сдачи 20 копеек. Потому что даже если вы едете в маршрутке, то без 20 копеек вас никто не повезет. Так вот,
я вам отвечаю. Когда я это спрашивал, то продавцы говорят, мы просто накладываем на круглую сумму. То есть, допустим, они накладывают, смотрят по весам и переспрашивают, вам на 20 гривен, да? Да, на 20. То есть просто округляют. Поэтому это такая чисто замануха, чисто такой маркетинговый ход. Понятно, что это 20 копеек чисто, чтобы снизить цену. То есть не 40 гривен, а 39,80. Многие смотрят только на первую цифру, на первую часть. Вот яйца тоже, большая очередь в яйца у нас. И, наверное, давайте провангую. Яйца, наверное, где-то стоят... А нет, там клубника. Я вижу, там клубника. Посмотрим в Якутину клубника. А в Якутину там? 95. Дякую. 95. Интересно. Смотрите, вот что значит качество, и вот что значит теория разбитых стекол. Клубника везде по рынку есть и за 55, и за 65. Тут 95. Один встал, 10 человек встало за ним. Появились кавуны. Посмотрите, здоровенный кавун. 60 гривен за килограмм. Видел уже и персики, видел уже и нектарины, видел виноградик, но кавунов еще не видел. Видел вот такие вот кавунчики маленькие, но как бы это такое, это там срезал шкуру и все, и ничего не осталось. Очень много пасок. Это или остатки, или реально люди покупают. 95 гривен, полкило пасочка. Нормально, нормально. Так сказать, такие паски сейчас в магазине, они за сотку даже стоят. То есть, вполне адекватная цена. Так, сулугуни копчене 340, косичка 340, масло попельня 290. Дякую вам. А підкажіть, будь ласка, а мені сказали номери десь лотків є. Як мені Я чесно не знаю, яке в мене місце. Чесно вам скажу, я навіть не знаю, яке в мене місце. Знаєте, приїхала, стала Поняв. і на цьому Бо мені місці сказали, а я йду. А що ви шукаєте? А мені сказали номер, треба знайти 166. І що там? А там мені треба передати подарунок, так Я сказати. без поняття, я навіть не знаю, яке в мене місце. Ну добре, вибачте. Хорошого дня. Молодці. Ой, булочки 3 копійки 25. Булочка з родзинками 36 у нас. Гамбургер 25. Позитивные продавцы. Я не знаю, какое у меня место. Я приехала, встала. Вот, и все. И все нормальненько. Вот, кстати, тот лоток, где всегда стоят большие очереди до половины, по 10, по 20, по 30 человек. Всегда тут по 3, по 4, по 5, по 6 продавцов и всегда огромная очередь. Яйца, вообще, посмотрите, как от перепелов. Вид молодой, 15 гривен вообще. Такую цену я, честно, еще никогда не видел. 15 гривен яйца. 10 штук, 15 гривен. Друзья, кто видел, отплюсуйте. Поставьте плюсик в комменты, поставьте лайк, чтобы я понял. 15 гривен яички. Да, друзья, дело близится к середине дня, выходной день, суббота. Но посмотрите, очень много пробелов. Или уже распродали, или разъехались, или не доехали. Я не знаю, я не был тут днем, я был тут по утрам. Я вот вам скажу, за все время, которое я сейчас иду, я не услышал генератор. В одном месте я услышал генератор, во втором месте, видимо, мясо стараются успеть распродать до... Давайте спросим, рулька і сало. Там усе дивіться, там одрізала багато. Там, а тоді вже воно в мене йде, розумієте, це. Отаке пусту, отаке пусту. 100. Черевина 100. А рулька? 60. 60, понял. Все, видите, уже распродают, уже то, что осталось. Це лопатка поки. А в яку ціну лопатка? 160. 160, дякую. Цены бросовые. Рулька 60 гривен. Это достойно. Это очень нормально. Чеснок 220, огірок 80, морква 15. Сегодня, друзья, в Киеве снова, как говорят, ни дня без воздушной тревоги. Снова сегодня днем была воздушная тревога, и я уже думал, ехать сюда, не ехать, общественным транспортом, не общественным, а то общественным транспортом сюда приедешь, потом уехать не сможешь.
разве что на маршрутках. Банан 60, огірок 70, помидор 100, розовый 150, коктейльный 90. Вот появились, кстати, горох 25 за 100 грамм, лохина 70. 70 лохина. А можна спробувати? Якщо будете брати, то пробуйте. Добре. Тоді, коли буду брати, можна пробувати, так? Да? Добре. На зворотньому шляху буду. Так, полуниця 135 у нас Одесса. Виноград кишмиш 50. Ну такой, повидавший виды виноградик уже. Огірок домашний 45. Так. Тут даже у нас уже, видите, последние изыски счастья остаются. Фу, мне даже жарко. Сейчас солнце вышло. Посмотрите, на сегодня, в принципе, передавали такую погоду, ну, немного облачную, немного пасмурную. Но, судя по небу, погода супер. И даже, если говорить про меня, да, я бы сейчас, честно, снял вот эту вот реглан и остался бы в одной футболочке. Курицу, давайте на курятину посмотрим. О, сало. В яку ціну сало? Не знаю. Нема бажаючих. Давайте на перекур, мабуть. Ну, красиво. Ні. Подобається? Да. Давайте вгадаємо. Добре. Я думаю 180. Ви скільки думаєте? А я хочу до 150. Ні, хочете. Добре, зараз дізнаємось. Сало. 200 Ні, ну воно ще одне може бути більше, одне менше. То, що там написано, це Я добре. одних по 150 взяла, десь було півтретього. А, це коли ж збираються вже і... Так, десь півтретього. Я не думаю, що він всі їсть, вони контролювали, це що тут. Кажу, це кажу, що це як називається, кажу, поняв. Зів я взяла кілограмів півкуска, зразу зів, ну хай думаю. Так вам треба там, де ви купуєте, Нема цього хлопця. кожен субота приходите, Оце ж йдуть шукаєте. цього парня. Да. Зрозумів. Там прийшла, немає. А я шукаю лоток 160 і не можу знайти, бо номерів нема. А там вже нема, постарались. А, вони там пишуть десь, так? Да? Якщо були там, я знаю, раніше. А, о, бачите. Ви тут постійний покупець, а я тут... З ринками буде. Подобається ринок. Бо я раз сюди приїхав, дивлюсь, А тоді щоку була взяла, теж така плавиться. По 80 гривень віддали. і м'ясо тут дешевше, і овочі дешевше. Я собі сьогодні от приїхав, написав список, бо там огірки, да? 80, 70, 60, а в магазині скільки? В 2 рази дорожче. Звісно, Лохина 60, в магазині там і не підходь. Оце добре, коли, знаєте, мені повага, коли генератор включають. Да, бо плюс 30 може цей трохи спортитись. Сало, м'ясо. А де це вони? Стегно 190, лопатка 180, сало 220. 220. Це дуже дорого. Ну це може цей, воно залишилось з минулого або з утра, зранку. Сало хороше, не вийшло. Ну по вигляду так, достойно. А як ви вибираєте сало? То що, от, Я пробую. чисто на пробу, чуть-чуть да? пробуй, да? Якщо то тільки хай не дають звідси, що от самої шкурочки, а хай ріжуть звідси. А, Щоб тако звідси. лайфхак такий. Да, щоб звідси, бо от шкурки завжди сало м'якше. А цей кажуть, що з прослойкою це, ну, типу генеральське, чи то таке? Кажу на світ. Типа генерал. Хіба тільки генерали їдять. Лучше взяти І воно в 3 рази дорожче. щоку взяти, чи не це. Взяти А краще окремо сало, окремо м'ясо. Да. Узнали мы, как правильно выбирать сало. Постояли мы 5 минуток, не дождались продавца, потому что нету. Есть желающие купить, но нету желающих продать, честно говоря. Понимаете? Понимаете, в чем разница? По метку. Добрий день. Квітковий 150 у нас, акація 200. А скільки це маленька? Десь пів літра? 700 грам.
Акация 130. Хорошо, знаете, хорошо, когда жарко, но есть ветер, ветерок. То есть ты так не особо чувствуешь, когда обдувается ветерком, и не так жарко становится. Так, друзья, все, дальше я не пойду, потому что из меня садовод, агроном, дачник такой себе, и поэтому разбираться вот во всех этих насениях, в этих разноплановых растениях мне сложновато, да, и в принципе ни к чему. Вон, видите, сколько и барбарис есть, и что хотите, любые растения на любой вкус. Вот интересно. Добрий день. А в яку ціну у вас ця творожна запіканка, да? Ні, не треба. Дякую. 200 гривень за кіло. Нормальненько так, на завтрак сюда. Пришел с утреца в 8 утра, нагрузил себе запеканочку и устроил себе дома завтрак, как в кафехе, с чашкой кофе, кавы, выбачаюсь, або латте. Все, разворачиваемся и идем обратно. Друзья, что мы еще не посмотрели? Подскажите в комментах, что вас первоочередно интересует. Вот напишите там 3 позиции, например, по неспадающей, на что мне стоит обращать внимание в первую очередь. Там, допустим, мясо, да, или картоха, или огурцы, или... А в яку ціну? 200-170. Чищений грецкий горіх 200 и 170. Нечищенный стоит обычно, ну, порядка где-то от 35 там, до 75, в зависимости от того, как он хорошо или плохо чистится, в зависимости от того, маленькие или большие орешки. Ну, в общем, вы поняли. Много лотков, друзья. Вот много лотков, кстати, вот очень удобно. Кофе, чай, если вы хотите и не хотите отдаляться от покупного процесса, вы можете прямо вот в таких передвижных лоточках все это дело затоварить. Желающие собаки, желающие хозяева собак, можете сюда прийти. Ваши домашние питомцы будут благодарны. Шучу, конечно же шучу, друзья. Не давайте собакам все, что валяется. Бездомные могут сюда прийти, а настоящие, думаю, нет. Жіночка, з которой мы только что разбирали сало, смотрели, да, пытались дождаться продавца, вона, їй більш до вподоби, коли вона приходить наприкінці доби, да, наприкінці, на закриття, і вона може купити сало по просто бросовій ціні. Просто по дешевке. Почему? Потому что это в плюс и продавцам, которые уже собираются, уезжают. Это в плюс и покупателям, которые, по сути, еще... какая разница, когда идти? С утра, если ты сова, и тебе нужно пересилить себя и встать. Или днем, когда ты встал потихонечку, собрался потихонечку, открыл глаза и пришел на рынок. А скільки така каністрочка? А там з чим? Може. А біленький з чим? На грушах 110. Він як квас, так? біленький не квас, жовтий квас. А можна мені в каністрочку? Потихо можна? А за 100 не буде? Ні, 110. А скільки тут? 3, да, чи? 5700 там. Ого. Так, 6 літрів. Взагалі. На ячмені точно немає, то останнє. Канистра 110 гривен. Друзья, я вот пытаюсь пересчитать на обычную цену на лимонад. И если цена на лимонад стоит, ну, примерно, да, там где-то 30 гривен, то канистра 5,5 литров, ну, почти, по сути, 6 литров, да, стоит 110 гривен. Это вообще по дешевке. Ну, вообще. 2 часа дня. И к 2 часам дня уже процентов, ну, на мой взгляд, процентов 30 уже даже вот так преуменьшилось. Давайте посмотрим на сухофрукты. У нас курага 18 за 100 грамм, 180.
Жамбо 38, сухая курага 40, финик 80 гривен, слива 17, это за 100 грамм все. Ананас 52 в самом конце. Изюмчик от 17, от 12, даже от 12 до 27 гривен. Изюм. Клубничка, огромнейшая очередь, затоваривают даже на велосипеды. Видите, человек даже не может пробраться к своему велосипеду. Сколько тут клубника-то? Какую цену? 95. 95 гривен клубничка. Лохина 65. Заказуйте, рік кажу, 90 вже там, іде 12 градусів. Ви бачите, по чому клубніка на слідуючий тиждень буде. Плюс 12. А лохину можна спробувати? Так. Так, це ваше. Оце ваше на сотку. Жіночка була в відрі. Я даю 100, вони не буде. Так, на 100 гривень. Давайте я вам подниму. Вон, мальчик, молодец. Бабушки тільки віддавай, бо може забрати. Молодий. Молодець. Так, лохина і цей полуниця. Так, оце одноразові. Ложіть, Будь ласочка. як сороконожка. Це я для себе. Ні, я тільки цей овощи. Так, друзья, небольшое включение. Новус напротив прямо рынка Ревудского. Тут 100 метров. Вот смотрите цены, просто для ориентира. 89 были помидорчики, стали 59, да, были. Сливка была 139, стала 89, желтые 99, черри, вон там вдалеке 149. Огурцы точно так же были 99, стали 59, вот эти вот. Вполне точно такая же цена, как на рынке. Перчик 199 и редиска 44 гривны была 49. Вот такие вот цены просто напротив в Новусе. И яйца 21,90 за 10 штук. В Новусе напротив я закупился небольшим количеством. Перчик обычно обошелся он мне 50 гривен, прикиньте. Редиска примерно где-то на 15 гривен. Бананчики, яйца, поштучная цена 21 гривна за 10 штук. И водичка. Все это дело вышло 181 гривна. За нами кто-то наблюдает, смотрите. Прошелся я по рынку, показал вам цены. Рынок на Ревудского, это левый берег, около метро, короче, в сторону метро. Поздняки, Харьковская, Сокарки, туда. Что я прикупил, друзья? Я прикупил помидорчики. Цену не помню, сколько грамм не помню, потому что выбирал сам. Взял там где-то 6 помидорчиков. Я прикупил клубнички. Клубничка где-то 900 грамм. Цена 90 гривен. Я прикупил лохину. Лохина 65, кажется, гривен. Вот такой вот судочек, тоже не помню, сколько он потянул. И я прикупил вот такие вот огурки, тоже выбирал сам огурки. Все это добро, вот это вот все добро вышло у меня на 440 гривен. 440 гривен это порядка где-то 10 долларов. Вот такие дела. Из того, что я не нашел, из того, что я не купил, это банан, потому что был один лоток с какими-то там пожеванными бананами. И это яйца, потому что когда я туда шел, яйца еще были, а уже по сути через час яиц уже адекватных не было, или разъехались, или уехали, или я просто, может быть, пропустил. Вы знаете, что делать. Пальцы, лайки, комменты, фидбэки и подписка для того, чтобы не пропустить следующие видосы. Конечно же, ставлю каждому из вас респект, кто следит, уделяет свое время и проявляет активность. До новых встреч, на видосах. Всем пока.